Добрый день. Да, ребята, название не зря выбрал такое громкое. Зачастую из мелкой проблемы у вас могут вырасти большие, как с проблемами на дороге в виде аварий, так и с растратной частью под ремонту. Вот и еще один ролик про неуклюжесть при сборке, про неграмотность. В общем, было так. Еще раз оговорюсь, что я не заядлый механик 80 уровня, я просто люблю, когда все работает так, как должно быть. Чтобы вас не развели на ремонт ходовой и замену стоек, тем более буду сразу предлагать менять обе, обратите внимание на такой факт, что появляющийся стук слева, даже если люфт руля не слышен, когда по кочкам отдает, как будто стойка амортизатора тарахтит, не что иное, как появляющийся люфт в рейке, но не в самой рейке, а там, где соединяется рулевая рейка с рулевым валом. Одна часть на червяке рулевой рейки каленая, там шлицы не разбиваются, а вот на рулевом валу иная история. Там съедаются мигом, если не зажато правильно и вообще если не зажато. Это может привести к аварии, когда вы попытаетесь повернуть руль в повороте, а авто поедет прямо, не дай бог еще и на кого-то. Так вот, этот надоедливый стук мастер может идентифицировать как замену стойки или шаровой опоры. Все зависит от, так сказать, умения мастера обнаружить проблему или навязать вам такую. А если он еще и грамотный, так сказать, чтобы одну проблему навязать, а другую убрать, то стойки заменит, старые, если вы оставите, продаст, а край рулевого вала сам докупит на авторазборке и поставит, не уведомив вас. Ну и скажет, что все-таки дело было в стойках. Еще бы, вы сядете, проедетесь и вуаля, стук исчез, и вы, радые, отдаете немалую сумму за ремонт. Еще разные варианты стойки бывают. Они бывают разборные, неразборные, но в общем вернемся к нашим баранам. Рулевой вал подпружинен, когда установлен и немного упирается. Поэтому, когда будете устанавливать рулевой вал, он должен быть полностью снят. Вначале устанавливаете хвостовик вала руля, так называемый трезубец, чтобы он сел ровно и по шлицам на рулевую рейку. И место, где заходит зажимной болт, было как раз на уровне выточенной канавки, на червяке рулевой рейки. Глубже забивать его не надо. Шлицы должны сесть по обе стороны канавки и болт равномерно стянуть наконечник, иначе он его не затянет как следует и будет разбиваться рулевой вал. Далее монтируем сам рулевой вал встулкой. Крепим его, немного поднажав. Будет мешать немного пружина, но это не сложно. Сам вал с наконечником имеет небольшую шайбу упорную, которая дает электропроводимость руля, иначе звуковой сигнал работать не будет. Она располагается под одной из трех гаек, соединяющих трезубец и рулевой вал. Ну, в общем, как-то так. Мелкая проблема может вам выплыть большими неприятностями, если вовремя не исправить. Кому видео понравилось, поддержите подпиской на канал. Здесь не только по авто будет видео, но и по использованию солнечных панелей, насколько их актуально ставить на дачном участке и по прочей полезной тематике. А те, кто подпишется, будут попозже иметь возможность перейти на канал для сладкоежек, где я расскажу, как сделать крем, торт, конфеты, безе, суфле, зефир, пирожные, работа с шоколадом, изготовление эксклюзивных силиконовых форм для шоколада и марципана, лепка фигурок из марципана и пасты, рисование шоколадом мелких рисунков, а также картин. В общем, будет о чем поговорить. Заранее благодарю за подписку, она стимулирует выпуск новых видео, ведь на это уходит немало времени. Если кто хочет поддержать монетой, ниже в описании я добавлю номер WebMoney кошелька. Не скрою, канал хочу монетизировать, чтобы потом немного попутешествовать и показать ребенку мир. В общем, на этой замечательной нотке с вами прощаюсь, до нового видео. В следующем выпуске постараюсь выложить видео или по разборке и замене подшипника на генераторе, или по проточке ротора стеклоочистителя, и как убрать шум в салоне от дворников. Что выйдет первым, еще не знаю. До новых встреч, рад был помочь информацией. И не забывайте обращаться только к проверенным мастерам и не занижать стоимость их работы, ведь им тоже нужно кормить своих детей.